Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Дева на канале Таро Инспирационы. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс на будущее. События до конца марта. Давайте узнаем, что идет в вашу жизнь до конца месяца марта, с чем это связано и в целом, что будет происходить в этот период. Конечно, первый наш расклад – это карты старинного цыганского пасьянса, которые больше нам расскажут именно о событиях. И расскажут, и покажут. Но все же рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии, ну и здравого смысла. Но это вообще-то о вас, мои дорогие девы, это точно. Итак, что идет в вашу жизнь, что скоро произойдет? С чем это будет связано? Какие события в ближайшее время вас ожидают? Смотрю я, смотрите и вы. Я знаю, что есть любители пасьянса, ну, есть и не любители. Тут у каждого по-разному. Очень давно у меня этот пасьянс. Вот смотрите, много пустых разговоров. Ну, может быть, и немного, у кого-то один пустой разговор. Причем вот кто-то как будто пытается тень на плетень у вас навести. Рядом маска. И вот рядышком тогда пустые разговоры. Какой-то человек за вами как может наблюдать. Вы можете быть ему интересны. Может быть, и все же маска, она заставляет задуматься. Может быть, самим держать эту маску за пазухой, потому что транслируют одно, а делают другое. Или вас втягивают в какую-то беседу, а вам как будто туда не надо. Или просто, знаете, заведомо врут, вот и все, понимаете? А на самом деле какая-то конфигурация иная. Будьте внимательны, мои дорогие девы. Ну, видимо, в ближайшее время не стоит всем подряд доверять, себя беречь, а вы люди очень ответственные. Тут ведь, знаете, нам ведь не говорят карты, с чем это связано. А может быть, именно мера ответственности, когда вы возьмете ее на себя, а потом будете тянуть какую-то вагон и маленькую тележку даже, да? Ну, смотрите, у вас какой-то путь открывается. Здесь может быть и человек, который не только врет, завидует, мои дорогие. Зависть. Тут может быть и банально, когда человек пытается выведать, выпытать, задает такие вопросы беспардонные, может быть, даже, да? А как у тебя дела дома, в личной жизни? А что ты будешь делать, даже пусть да, по работе? Будьте аккуратны. Здесь, смотрите, у кого-то новое знакомство, открытый путь, новое знакомство. Здесь может быть и как новый человек, который приходит в вашу жизнь. Вот этот образ цыганки, наверное, поэтому пасьянс цыганским называется, но прописано именно лицо. Есть человек, которого мы недостаточно хорошо знаем. Может быть, это у кого-то и совпадает, вот, да? Но может быть и совсем не обязательно, что это новый человек. Это разные какие-то могут быть персоны. Ну, поэтому с людьми здесь как-то аккуратнее, хочется сказать именно так. У вас очень ресурсное время. Тут правда может быть где-то и сплетня, где-то и зависть. Почему? Колчан со стрелами. Полное исполнение желаний в нашем пасьянсе. Вы сейчас как в центре внимания. Может быть, рост вашей популярности. Может быть, когда в вашей жизни что-то происходит именно как изменение к лучшему. И есть те, которые наблюдают и думают, ну надо же, вот повезло. А почему мне не повезло? А может быть, это те люди, которые, ну как палки в колеса хотят поставить. Вот как сказал Борис Пастернак, зависть – родная сестра или неразлучная спутница сатаны. Лучше не скажешь, мои дорогие. Поэтому будьте внимательны, потому что вы люди очень, повторяюсь, ответственные. И где-то, может быть, сыграют вот на вашей ответственности. Или когда вы возьметесь за какое-то дело, чтобы никто не переложил свой ляпсус, допустим, на ваши плечи. Вот и такой момент. И я почему-то, мне вот идет такая информация. Берегите себя, мои дорогие. Не все как-то вот однозначно, а для вас это время больших возможностей. Но оно всегда ведь так и бывает, да. Иногда бывают даже люди, они как... У них нюх на того, кому сейчас что-то складывается. Или какие-то бонусы, может быть, и финансовые бонусы. И бывает такое, что в нашей жизни появляются персонажи, которые хотят несколько присоседиться. Типа я тут раньше был, и, ну, каким-то образом
к вашему успеху присоединиться. И вот тут вот надо держать ухо востро. Пока я с вами говорила, все пересмотрела, я не вижу больше совпадений. Давайте продолжим на картах Таро. Что идет? Что завершится, может быть, да? Может быть, и вы что-то там до ума доведете, поставите большую жирную точку, скажете, все, хватит. Вот тут это уже больше не актуально. Итак, что уйдет, что завершается, а что придет взамен? И достанем такую карту, которую назовем «Что внезапно, что неожиданно». Прикроем вот как раз эту маску. И по основным сферам жизни. Что ждет Деву до конца марта в любви, в личной жизни, взаимоотношения в целом? Что ждет Деву в сфере работы, в сфере ваших достижений, у кого-то учеба, у кого-то документа или ваши планы, важные встречи, важные контакты? И финансы, что ждет до конца марта именно в плане денежек. Итак, так что же там уйдет? Вот хочется сказать, пусть идет. Потому что по рыцарю жезлов иногда идут те люди, которые, знаете, вот переобуваются быстро в воздухе. Иногда я не могу сказать, что это плохо. Это карта скорости. Может быть, у вас какой-то период был очень турбулентный в предыдущий период, да, вот первая половина марта. Хотя тут я не могу сказать, что март это сам по себе для вас турбулентный период. У вас, ну, даже если приходят какие-то, то больше мелочи неожиданные. Но это не есть что-то глобальное. И апрель, немножко так заглянем вперед, а в апреле там еще более будет что-то стабилизироваться. Тут возрастание вашей роли. Тут дело не в картах, я смотрю просто по астрологии. Поэтому для вас доброе время. Но вот втягивать вас во что-то, вот это могут. Но, видимо, шаг за шагом, вы знаете, как вычищаете свое пространство. Иногда по этой карте идут те люди, которые, знаете, у них какой-то непредсказуемый характер. Ну, они действуют на импульсе. Или никуда не собирались, или вы с ними могли, допустим, договориться на одно, они раз тебе и уже вам выдают последний какой-то вердикт. Нет, я этим заниматься не буду, я вот буду делать что-то другое, или я тут передумал, что-то переиграл. Но это в позиции, что уходит, мои дорогие. Неожиданности как будто будет меньше. Может быть, тех неожиданностей, которые вас ставили в тупик, или как на паузу какое-то ваши дела ставили. Здесь именно продвижение такое на смену приходит, когда вот то, что я только что говорила по энергиям. Медленно, может быть, но зато с вниманием деталей, постепенно, вы знаете, чем вы занимаетесь, меньше вот этих вот советчиков или каких-то, в кавычках, да, помощников со стороны. А что ж тогда приходит? Давайте с вами достанем такую карту. А вот приходит стабильность, приходит, знаете, уверенность. Может быть, еще и приходят как надежный тыл. Ваше положение, оно укрепляется. Для кого-то из вас стабилизируется финансовая ситуация. Рыцарь мечей. И вы знаете, здесь как будто то, что было вчера, зыбко непонятно, или вчера вам казалось противодействие, сегодня вам, либо это может помочь даже, кстати. Здесь как выздоровление идет от какой-то сложной ситуации. Во-первых, видимо, будут происходить, а у нас время с вами такое, что на нас оказывает влияние, хотим мы того или нет. Даже события в жизни других людей. Вот у них что-то меняется и каким-то образом затрагивает нас. Но тут, видимо, у людей будет что-то меняться, они будут очень увлечены своими задачами, своими темами. Здесь вам играет, ну, где-то на руку помогает, когда вот те, кто раньше, прежде создавал постоянные какие-то препоны, барьеры, какие-то шлагбаумы ставил, вот как будто в жизни человека будет то, переключит его внимание именно на те вопросы жизненно важные для него лично, когда он забудет, может быть, отчасти и о вас, или когда он будет вынужден сменить какую-то свою тактику. Тут как будто высшие силы вам помогают в какой-то сложной истории, чтобы она сама по себе стабилизировалась. Да, это как будто вам как карма, как справедливость, по справедливости буквально. Здесь, вы знаете, вы можете найти даже вот что приходит. В вашу жизнь придут новые люди.
И пусть даже есть те, которые создавали конфронтацию, да, но вот это будет отступать, потому что приходят совершенно новые люди, которые вас видят, ценят по-другому. Может быть, даже вам готовы помочь. Здесь может прийти помощь руками даже тех людей, которых вы не подозреваете. Я могу сказать, что это будет касаться какой-то истории, которая тянулась слишком долго. Что же тут по части неожиданностей? Какие-то приятные вести, добрые новости. Может быть, новости от ваших детей. Возможно, опять же, нам говорят, какая-то история, которая вас долгое время держала на выборе. Именно выбор. Как будто чем заниматься, чему отдать предпочтение, а может быть и кому. Каким образом, откуда приходят деньги. Может быть, какая-то финансовая история, которая была связана с получением платежей. Потому что девятка кубков – это все же карта чаще финансового достатка, изобилия, процветания, мои дорогие. Именно процветание. Вот может быть даже и если была какая-то финансовая брешь или у кого-то из вас, ну как не удавалось совершить платеж или получить свои кровные заработанные, да, в силу, ну, непреодолимых событий или тех условностей, условий, которые создали не вы, а вот именно какая-то внешняя ситуация. Вот здесь вам как по судьбе. Разбирается какая-то путаница. И вы приобретаете совершенно другие для себя, ну, как мироощущения. Вы понимаете, что вот как эти тылы, они более надежные. А по части финансов тут есть варианты, как будто дело идет в гору. Можно больше заработать денег. Может быть, кто-то до конца марта как раз получит даже, ну, какой-то бонус, премию или какую-то сумму, которая как платеж, может быть, неожиданный платеж, который больше, чем вы предполагали. У кого-то даже так. Ладно, личная жизнь, что ждет? Ух ты. Конечно, да, тут будут решаться вопросы и по статусу, и по финансам, и по документам, и по важным персонам вашей жизни. Конечно, на личную жизнь по аркану императрица – это и дом. Кто-то обустраивает дом. Для кого-то из вас, мои дорогие девочки, может быть, это будет сопряжено с тем, что вот вы, может быть, и ждете ребенка, да, ну, кому это соответствует по возрасту, поставленным целям. И у кого-то маленькие дети, да, вот здесь вы будете, ну, как-то активно до конца месяца заниматься их жизнью, а также, может быть, что-то благоустраивать дома, но для кого-то из вас, мои дорогие, вторичная занятость, какое-то творчество или какой-то очень важный проект, когда вам, мои дорогие девы, это относится ко всем, как и к мужчинам, так и к девочкам, моим дорогим, когда вам придется, знаете, как уделять внимание и работе или вот этому проекту, того, что для вас важно, и одновременно семье. Ну вот где-то крутиться по части именно личной жизни и чтобы вот именно ту сказку сделать былью, которую вы хотите, и у вас для этого будут складываться какие-то добрые предпосылки. Что еще ждет? Ну, опять же, финансов карта и будет говорить у кого-то работа на дому, творчество на дому, удаленная работа. Я такое тоже могу допустить. Кто-то о вас, из вас, точнее, об этом всерьез может задуматься. Но точно так же деньги вашего партнера. Вот тут финансы, вот все то, что я сказала, снова карта подтверждает. Ну а для тех, кто один или одна, мои дорогие, с учетом карты императрица, я не исключаю, здесь можно встретить какого-то очень интересного человека, который подстать вам. Может быть, это отношения, а кто-то дружбу будет переводить в более такие зрелые отношения или задумается о юридическом оформлении, или проживать вместе. Я этого тоже не исключаю. Стабильность сама по себе, мои дорогие. И хоть эта карта жадины, да, иногда говорят, но, видимо, вам нужно быть жадным до собственных идей. Ну, где-то и к деньгам тут нужно внимание определенное уделить, потому что они вам как будто самим понадобятся. Ну, кто знает, может быть, это как раз касается творчества, а у кого-то комфорта жилища. Вот эти тылы самое время для себя и продумывать, и как будто с новой какой-то траекторией отстраивать до конца марта. Ваши достижения. А вот здесь все-таки по семерке жезлов куча людей, которые пытаются вас приобщить, и все хитрят, посмотрите, да.
Тут могут изворачиваться, хитрить, говорить что-то одно, говорить, кстати, что-то приятное, мои дорогие. А на самом деле, что касается, вот смотрите, ваша, по сути дела, карта королевы Пентаклей. Это та, которая умеет сказку сделать болью. Из любого бардака и хаоса строить порядок. Для кого-то из вас эта карта того труженика, какими вы являетесь. И для вас это будет, неважно, кто меня смотрит, может быть, даже и мужчины, но просто король Пентаклей, он, понимаете, это такой, я всегда говорю, великий консерватор. С вдохновением, но не идет. А вот у королевы Пентаклей другая энергетика. Она как раз надеется сама на себя, а рядом карта императрица. Это как прелюдия императрицы. Поэтому тут у вас, знаете, построить карьеру, добиться популярности. У кого-то личное, может быть, творчество монетизировать. У кого-то работать на дому, может быть и так. Как воплотить свой какой-то вау-проект и создать из него шедевр. Вот все получится, но при одном условии. Вот обратите внимание, какие карты. Люди как пытались вас к чему-то приобщать, так и будут пытаться. Люди как хитрили, так они и будут. По крайней мере, мы не можем исключить из нашего окружения там коллеги, может быть, соседи, дальние родственники. Здесь в самом разном каком-то номинале, эквиваленте будут оказывать на вас содействие. Будьте к этому готовы. Воздействие, точнее. Именно приводя вас, чтобы вы откликнулись. А вот здесь нужно все же оставаться на своей волне. Ну, может быть, и буквально что-то считать. Но это та, которая стоит, вот королева Пентаклей, перекладывайте на себя. Это та, которая стоит прочно на земле. Нет иллюзий. Финансы. Тут прям как по судьбе. По судьбе статус поменять, мои дорогие, это правда. Стать популярным, заработать денег. Иерофант нищий не бывает. Вот у вас на финансы. По этой карте это традиция, это порядок, это какой-то уклад. Это тот, который создает как раз надежный тыл. И тот, который нам создает на последующий период, знаете, как символ уверенности. Может быть, у кого-то из вас придется переоформлять некоторые финансовые документы. Или пусть это документы по части дома, например, да? Тоже есть вот или недвижимость, или пусть движимое у кого-то имущество, но это тоже в конечном итоге эквивалент финансов. Вот значит, здесь могут быть какие-то процедуры, которые будут связаны либо с документами, либо с какими-то, ну, может быть, и договоренностями. Может быть, по части именно откуда к вам приходят деньги, меняется все-таки, я такое могу предположить, меняется вот какая-то конфигурация. И для кого-то это может быть связано даже с какой-то общей мировой обстановкой. Ну, к примеру, кто работает посредством, может быть, интернет, получает где-то также, да, денежный эквивалент, свою заработную плату, скажем так. Может быть, это какая-то была удаленная работа для кого-то, наоборот, а вы будете теперь, ну, как свое дело, ремесло, творчество ставить на более такие основательные рельсы, потому что по иерофанту это все равно символ власти, это символ порядка, организации какой-то. Вот какая-то реорганизация по части финансов вас тоже ожидает. Но это все к добру, это к уверенности и вот к этому надежному тылу. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые девы, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео и за ваши добрые, искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал и читайте мои публикации на сайте. И все ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.